Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народному празднику на 23 июня. Также поговорим о том, что можно делать в этот день, что ни в коем случае нельзя делать, а также на какие моменты, советы и рекомендации нужно обратить внимание от наших предков. Итак, согласно народному календарю, 23 июня отмечается праздник Знамения Тимофея. В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. И эти знамения предвещали в основном, к сожалению, плохое. Но тем важнее они и были для людей, которые получали возможность подготовиться к тем или иным неприятным событиям. Поэтому любой пустяк, на который в другой день никто бы точно не обратил внимания, именно на Тимофея приобретал пророческое значение. Также обращаем ваше внимание, что по народным поверьям 23 июня этот день считался днем призраков, которых отпускал Тимофей. Нечисть ходила по земле, приставала к людям и посягала на их благополучие. Например, нечисть легко может вызвать в ком-нибудь негатив. Поэтому, если вы в этот день поругались с человеком на ровном месте и сами не понимаете, как это получилось, то вполне возможно, что это было действием нечистой силы. Поэтому наши предки в этот день без надобности из дома не выходили. Но были способы обезопасить себя от любого негатива и нечисти. Так, например, люди парились в бане, добавляя полынь или ромашку. Также нужно было очень весело провести день в шумной компании. И чем веселее будет день проведен, тем лучше. Считалось, что так даже удачнее будет следующий год, а призраки будут бояться даже близко подходить к вашему дому или квартире. А вот православная церковь в этот день почитает память святого Тимофея, который жил в IV веке в городе Пруссия. За праведный образ жизни и светлые помыслы Господь даровал ему дар чудотворения. Издавна в день Тимофея происходили разного рода знамения. Из-за этого церковный праздник в народе получил название «Знамение Тимофея» или еще по-другому «День призраков». И вы знаете, сегодня в этот день приобретает пророческие значения любые происшествия и природные явления, которые произошли или случились в этот день. И в этот день хорошо было искупаться в реке или хорошо попариться в бане. Также очень важно, чтобы вы в этот день, 23 июня, обращали внимание на знаки вокруг себя, на природные явления, а также на погодные условия. Итак, ожидается ненастье, если даже в течение дня будет и хорошая погода, и не будет вообще муравьев и пауков. Ни к чему хорошему не приведет засуха в этот день. К непогоде вороны нахохлились. К неурожаю, голодному году будут по полю мыши вереницами бегать. К разного рода эпидемиям и болезням будут вороны стаями лететь из-за леса. В этот день запрещено было показывать любые свои негативные эмоции, потому как потом, последующую неделю, вас будут ожидать то же самое. Поэтому постарайтесь переключиться на другую волну. Самое время, чтобы по-другому взглянуть на вещи, которые вас окружают, обдумать свою жизнь, которую сейчас вы проживаете, вернуться в прошлое и посмотреть, как выросли сейчас и сколько усилий вы приложили для этого. Сейчас вам нужно готовиться к новому этапу вашей жизни, поэтому отбросьте в сторону все беды, неудачи, черные мысли и нежелательные поступки. В этот день вам нужно открыться перед новыми делами и свершениями. Но для этого нужно учиться чему-то новому и подготавливаться поэтапно. Также не вздумайте замедляться в течение дня. Проявите максимальную активность, и ваши мечты вскоре могут действительно осуществиться. В этот день не вздумайте употреблять алкоголь. С этого дня может выработаться привычка к его употреблению.
Так что если вы заметили за близким человеком, что он решил выпить сегодня, то можно смело запрещать это делать. Займите близкого человека какими-то другими задачами, он увлечется и забудет об этом. Возможно, вам нужна, например, помощь в уборке или в приготовлении вкусного ужина, тогда пригласите к себе на помощь. Не выполняйте сегодня ничего самостоятельно, только взаимопомощь. Сегодня стоит все прощать друг другу. Стоит извиниться перед всеми, кому вы причинили боль. Найдите подходящие слова, чтобы выразить свою благодарность. Обязательно обнимите собеседника при встрече и скажите, как он для вас дорог, чтобы все плохие моменты вы сегодня могли стереть со своей памяти. Вы сможете убедиться, что вас любят и ценят. Также сегодня возможны неожиданные известия от дальних родственников, к которым нелегко отнестись однозначно. Также постарайтесь изучить все факты, ни в коем случае не верьте непроверенной информации и не торопитесь ни в коем случае с выводами. Сегодня могут неплохо складываться поездки, особенно если вы отправитесь в дорогу вместе с членами вашей семьи. В такой поездке общение с окружающим миром обогатит вам большим количеством полезной информации и знаний. Сегодня также неплохой день для начала деловых, дружеских или романтических отношений. Однако в любом случае важно не торопить события, дать возможность развиваться им своим чередом. Общение с друзьями, с любимым человеком и другими близкими людьми наверняка вас в этот день очень порадует. Сегодня вашему любимому человеку будет очень легко сделать вас действительно счастливым. От него потребуется минимум физических, моральных и душевных сил для достижения столь потрясающего, удивительного эффекта. И он продлится максимально долго. Любовь окрыляет вас, и ваше хорошее настроение порадует не только вас, но и всех, кто окажется рядом. В вашей личной жизни будет все хорошо и благополучно. Активный отдых, поездки, новые знакомства и путешествия пойдут вам на пользу. Поиграйте с детьми, вкусно поужинайте, посмотрите перед сном интересный фильм. Страстей не намечается, зато есть шанс получить немалую дозу душевного тепла. Благоприятный день с точки зрения и личных отношений. Вы найдете способ порадовать близких людей, сделайте приятные сюрпризы тем, кто вам особенно дорог. Также может появиться возможность укрепить и семейные связи. Сегодня у вас может появиться конкурент на право быть любимым и единственным для вашей половинки. Но это вовсе не обязательно должен быть привлекательный представитель противоположного пола. Им вполне может оказаться какая-то техника, любимая работа или, как вариант, симпатичная зверюшка. С конкурентом, кстати, проще подружиться, чем враждовать. Сегодня для вас основным достоинством вашего любимого человека будет надежность. Поэтому, если у вашего человека отсутствует эта черта, срочно думайте, стоит ли вам продолжать общение с ним, если вы будете не уверены, что сможете положиться на него в трудную минуту. Делайте обязательно выводы. Необходимо сегодня побольше пить жидкости. Можно не отказываться и от свежевыжатых фрешей. Очень рекомендовано и пойдет на пользу посещение массажиста или занятия йогой, пробежка у моря или выход на яхте в море. Выбирайте то, что больше вам по душе и, конечно же, по бюджету. А именины в этот день отмечают Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Николай, Павел, Семен и Тимофей. Обращаем ваше внимание, что 23 июня нельзя жадничать. Тот, кто же ослушается этого запрета, будет вынужден жить в долг. В день Тимофея ни в коем случае нельзя заглядывать и в чужие окна, придется отвечать по ошибке другого человека. Также в этот день, 23 июня, нельзя оставлять незашторенными и свои окошки. По народной примете счастье уйдет. Если же в доме не предусмотрены шторы, надо на этот вечер все-таки найти материал, которым можно их прикрыть. Также в этот день ни в коем случае нельзя трогать свои родинки. Может беда с близким человеком случиться. Также не берите в этот день и в руки зеркало. Наши предки верили, что сегодня нечистая сила с ним играет, поэтому оно может легко разбиться,
а это чревато большими проблемами в личной жизни. Также в этот день нельзя смотреть на радугу, иначе целый год будете жить впроголодь. В Тимофеев день нельзя и выносить мусор, случится иначе семейный скандал. Также в этот день, 23 июня, в день Тимофея, нельзя оставлять и ложку на столе. По народной примете, год будет неурожайным, поэтому так важно в Тимофеев день сразу же убирать посуду со стола. Также в этот день нельзя собирать за одним столом нечетное количество людей, тем более, если в доме есть девушка на выданье. В этот день нельзя сидеть в одиночестве, поэтому позовите близких в гости или сами навестите друзей и родственников. Наши предки говорили, что так удача, благополучие, счастье будет год с вами. Также, друзья, обращаем ваше внимание, в этот день нельзя жадничать. Сегодня вы должны поделиться со всеми не только своими материальными благами, но и постарайтесь в этот день сделать приятные сюрпризы людям. Иначе год проведете в нужде и придется еще и просить в долг. Друзья, вот такой у нас с вами пророческий день 23 июня. Обращайте внимание на те знаки судьбы, которые приготовила вам ваша судьба. Также, если какая-то мелочь, и вы прочувствовали, что вы уделили ей внимание, проанализируйте и подумайте, как же вы можете изменить свою жизнь и что вы можете сделать, чтобы улучшить жизнь. Ни в коем случае не опускайте руки, помните о том, что каждый из нас это человек достаточно сильный. Главное – верить в то, что вы можете изменить в своей жизни. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на наш телеграм в описании, друзья, к этому видео. Прямо сейчас вы на экране видите два прямоугольника. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ. Услышимся, друзья, с вами уже в следующем видео.